Всем приветики! Вот настал тот день, когда мы привезли номера и хотим погласить на свою машину, потому что нам сказали, что уже большая часть сделана. То есть вытянули железо, там что-то выпрямили, даже сделали передние фары, осталось сделать задние фары. С этим тут сложнее, да. Потому что их надо переделывать, потом подключать. Ну, короче, еще электрическая часть осталась. Да, вот и после этого уже можно забирать машину. Но мы рассчитываем на то, что у электрика нету большой очереди. До этого мы так долго ждали, потому что у того дядечки, где мы делаем, ну не дядечки, это фирма, где мы делаем, там большие очереди. Там очень много машин. Было вообще не похоже. Но он нас предупредил, но мы не думали, что настолько долго. Вот, поэтому мы долго ждали свою машину и до сих пор ждем. Может, она и к лучшему, а может, нет. Спросите ли нас, надоело ли нам ждать? Мы с Сашкой ответим в голос «да». Надоело ждать, но выхода нет другого. Поехали, пойдемте и посмотрим, как она там выглядит. Она тоже еще красивенькая, только что не чистая. А так у нее уже все должно быть на своих местах. Передние фары, все стоит. Осталось только, как мы уже сказали, задние у электрика переделать. Идем смотреть. Ребят, вот мы тут идем, и я вижу нос нашей машины. Вот она так выглядит. Нам уже провели экскурсию. Тут еще ее должны заполировать и помыть. Но вот помните эти битые места? О, еще светло светит, но оно сейчас погаснет. Оно само погашается. Короче, как сказал нам люксусово все сделал. Не знаю, я ему доверяю. Он так все подробно рассказывает. Все сделано, просто долго. Ладно, пошли, это у меня на автобус. Короче, недели две. И сняты фары. Вот я покажу быстро. Вот. Фары сняты, но их к электрику. Вон уже видите, как все внутри чистенько. Не знаю, видно или нет. Я такая думала, это хлам. И вот тут чинит вот это кресло. Там вот этот механизм, который двигает кресло зад-вперед, он не работал. Но поломка. Поломка вот этого механизма, он сказал. Да, надо на регенерацию. Да, и он будет вот чинить. Так сказал, что самой хибридной. Все с компьютером все нормально. Только были вопросы механического характера. Он все проверил. Вот он так все подробно рассказал. Он всегда очень любезно все подробно рассказывает. Ему можно задавать любые, даже глупые вопросы. Но он как бы даже, понимать, что не все разбираются в этом. И мы с Сашей не боимся даже иногда задавать глупые вопросы, но хотелось бы знать на них ответ. Вот, мне он, не знаю, как будто он... Нам только остается надеяться, что он не дурит. Мы тоже надеемся. Потому что в этой сфере автомобильная, конечно, тут сложно много. с этим. И еще Саша же заказывал фары. У нас же была одна фара, сломана, да, получается. Во-первых, их в любом случае надо переделать. Во-вторых, у нас одна была битая, вторая непонятно в каком состоянии. Да. И Саша заказал с Китая, и он боялся, что вот эта Я не боялся, фара... Нет, он боялся механик, что она не подойдет, потому что он раньше, не встречался с таким. И Саша говорит, я закажу. Во-первых, это дешевле. Мы еще как раз были, может, вы помните или нет, в Китае были вот эти большие распродажи, там что-то после Нового года. На китайский Новый год, наверное. Вот, и Саша заказал вот эту фару на огромные скидки. Наверное, долларов. Вот эту фару. И этот дядечка говорит, да нет, скорее всего, не подойдет, но вы закажите, попробуем. Мы же перепродадим тут в Польше. Я уже планировал. И в итоге вот они поставили, он говорит, хорошо, что Саша заказал эту фару, потому что, он говорит, люксусово все подошло с каждым, там же вот эти проводки. Он рассказал, что все подошло, все подключилось, сразу показалось в машине, в компьютере, да. То есть вообще быстро. Ой. Надеемся. Но он не ответил на вопрос, в принципе, сколько ждать у электрика. как можно быстрее. Перспектива, что 1,5-2 недели. И можно забирать. Вы видели, какая она красота? Он еще сказал, что он ее еще раз отполирует и помоет. Хотя она уже внутри чистая, ее уже там мусор убрали. Песка много снаружи. Да. Так что, надеюсь, песок берут, это да. Уже нам потом не лазить. Не разбираться. Думаю, да. Он сказал, что он вообще проверил все, каждую деталь в этой машине. Почти все работало, кроме... еще он сказал, что было, кстати, неожиданно, что
машина, она же была у нас 2 раза битая. Вот, получается, 2-й раз битая, мы ее купили. 1-й раз она была не очень сильно бита, там еще меньше. В Америке восстанавливают, конечно, там очень слабо. И он сказал, что было видно, что блохарка это вытягивание металла. Получается, что они там сделали не очень хорошо. Либо он соврал. Да. Либо он соврал, либо по правде, что не очень хорошо, и пришлось как бы переделать. Он сказал, что там как-то в бок что-то ехало, и, короче, я это не понимаю, но он так вот сказал. Что якобы... Что с боком там что-то шло. Они делали это еще не с последнего повреждения, а похоже, что осталось еще с первоначального. Ну вот. Ну, короче, история нашей машины, вот она. Так, то, что сами услышали, то вам и рассказываем. А мне надо бежать на работу, ребята. А я как всегда. Но мне на 2-ю смену, поэтому мы успели съездить, отдать номера. И ждем в 1-1.5 и будем гонять на нашей машине. Боже, вы видели, какая она огромная? Еще такая, стоят рядом машины, там BMW, вот эти такие большие. И ощущение, что то, что BMW такая большая, такая же и огромная, длинная, и наша. Я что-то как-то даже первый раз, когда видела, даже как-то и не обратила внимания, что она такая огромная. Сашка, там место, наверное, будет. Еще можно заводить одного чупика, чтобы он там лухарно сзади сидел. У нас тут сейчас воскресенье, вечер, время ужина. И хотела показать, чем мы сейчас с Сашкой ужинаем. Вот такими кукурузинами. Боже, мы открыли просто супер рецепт благодаря нашей Ниде. Просто такую рекламу делаю нашему Ниде. На самом деле, этот гриль решает все наши проблемы. Мы все готовим в гриле без масла. Господи, как это вкусно. И вот именно кукуруза, кстати, это не будет масло. Мы вывели рецепт в нашем гриле. Кто-нибудь пробовал когда-нибудь кукурузу на гриле? Это, оказывается, так вкусно и очень быстро. Раньше я как-то все время ее варила, кукурузу. Но это долго, пока вода нагреется, пока она там сварится. Но минут 15 только она варилась, например. И еще плюс вода пока нагреется. Но в Ниде, наверное, минут 12 уходит. 6 минут с одной стороны, там 6 с другой, ну пусть там 15 уходит. Ну, и плюс это на гриле, еще такая она запеченная, вкусная. И мы вывели рецепт с Сашкой. Берем 4 кукурузины, но у нас огромная. В Бедронке продавались. Тут я смешала приправы, именно красные. Все, что у меня было красного цвета, я все смешала, соль добавила вместе с маслом сливочным и отправила в микроволновку. Растопила и собираюсь это все обмазать кукурузу вот этой приправы и запечь. И хочу вам показать результат. Когда увидите, как это выглядит, вы поймете, насколько это вкусно через видео, я вас уверяю. Наверное, покажу, какие я добавила приправы. Вот такая, на красного цвета. Моя любимая барбекю. Она тоже с перцем, но она почти смешана. Это мы с Турции привезли. Вот эти все красные. И плюс я еще добавила в мельнице соль с перцем. Перец у меня тут разноцветный. И этим всем хочу обмазать кукурузу. И это очень вкусно. Это очень-очень сильно вкусно. И самое главное, это забыла, паприку-то я еще добавила, вот эту лидловскую. Она в Лидле продается. Еле-еле втиснула кукурузинки сюда, но они просто здоровые. И сейчас вот всем вот этим обмажу. Так хорошо буду обмазывать каждую из кукурузин. Пришлось поменять концепцию и положить кукурузу на низ, потому что крышка не закрывалась до конца. Если на верхний уровень положить кукурузу. Но, к сожалению, не влазят эти жиробасины. И одна даже на весу, но не очень такие мощные эти кукурузины. Тогда мы закрываем и включаем на гриль 240 градусов. И температуру, так как они жирненькие, поставлю их на 8 минут. С одной стороны, буду наблюдать. Но еще не буду вам показывать, а покажу вам сам результат. Вот я уже достала кукурузу. Если честно, получилось 20 минут. Из-за того, что они такие здоровенькие, сами видите результат. Она подзапеченная, сладкая, вкусная, ароматная. Такого на цвета красного, потому что все приправы были красные.
Но кукуруза очень любит сливочное масло и соль. И эти приправы. За рецепт нам нужно поставить подобайку. За то, что мы сейчас будем кушать вкусно, ужинать, тоже подобайку. Если вы кушаете, вам приятного аппетита. И увидимся скоро в следующих кадрах. Наконец-то у нас минус одна проблема. Вообще в Польше у нас проблемы бывают только если это легализация, какие-то бумажки, куда-то ходить в ужонты. Бюрократия. Бюрократия — это единственная наша проблема в Польше, как и все приезжие. Все, кто приезжие, кто пытается тут легализоваться, хоть что-то сделать, там даже если мельдунок сделать, это все равно будет Иногда какая-нибудь... могут найти Да. причину повыпендриваться. Мгм. У нас такое, кстати, тоже было, но все обошлось. Все равно нам дали мельдунок. Мельдунок — это Прописка. да. Это прописка. Даже, хотя это мелочь, казалось бы, но бывает такое, что какая-нибудь тетя попадет. А мельдунок нужен при других бюрократических процедурах. Например, мы его сейчас сделали только второй раз, когда нужно. Обычно то есть, нужно по закону там, в течение 3 дней после смены места жительства. Да. А раньше Оля вообще не делала. Мы первый раз, Ну когда да. заселились вообще в Польшу, сделали. И вот спустя 3 года. Ну ты пошел делать, потому Я что делал права. перед правами, Да. перед регистрацией машины, а Мгм. до этого я не делал. Он действует год Да. обычно по умове аренды. Ну и я уже решила не делать, только уже сделать, когда переедем на эту квартиру. Мы еще не знали, где мы будем жить, но неважно. Я думала, мы переедем, все равно нужно будет мельдунок делать, когда уже переедем, это обязательно. Вот, и мы потом уже сделали, поехали. В принципе, не было никаких проблем. В этот раз все Да. четко. Были у нас все проблемы, было хорошо когда- с документами. Да, были проблемы, когда мы делали номера для машины. Да, вот там надо был мельдунок, там, короче, мы все это делали уже в такие короткие сроки. Поэтому были небольшие проблемы, но все решилось. И вот мы так издалека начали, Очень. вообще издалека начали, но на самом деле у нас, ура, мы смогли, неправда не мы, а Саша смог записаться на сталый побыт. Только Саша может рассказать, через какие тернии к звездам он прошел. Мы вдвоем проходили 1000 звонков. В прямом смысле, ребята, у нас был даже автодозвон. Чтобы записаться на сталый побыт, есть только один шанс в неделю, в понедельник с 8 до 10. Все. И там постоянно занято. У меня было такое ощущение, что просто работники приходят на работу к 8, поднимают Снимают трубку, и опускают. все, и положили. Пошли Занято. пить кофе, чай, вот эти вот 2 часа, и пошли заниматься своими делами. У них было постоянно занято. Просто у нас уже, Саша, был план. Мы просыпались там без там 1 минуты 8, без 3 минут 8, прям в кровати начинали звонить. И просто только мы все время, только начинаем слышать гудок короткий, мы скидывали и сразу звонили. И вот за час, больше часа, Там у сотни нас звонков, набралось 0 больше сотни звонков. ответов. Да. И вот мы так делали, наверное, раза 2 только, или 3. 2. Прошлый понедельник мы не Мгм. делали, потому что уезжаем. Да. И все равно бы не смог я прийти. Мгм. Там за неделю только дают места. Ну вот, просто если бы ему удалось записаться, то на этой неделе мы уезжаем, но отменить поездку уже тоже никак не отменить. В общем-то, ура! Сегодня понедельник, и Сашке удалось записаться. Я не знаю, он говорит автодозвон. Если у кого-то я не знаю, проблемы- чудом просто вот словить вот ту долю секунды, когда... И то, обычно есть какой-то автоответчик, что номер либо занят, либо недоступен. А в этот раз другой голос был. Я такой сразу, опа, что-то новенькое. Он говорит, занят, повисите на линии. Либо перезвоните. Я такой, перезванивать точно нет смысла, я лучше повешу. Перезванивал я уже до этого сколько раз. И через секунд 5 уже ответил человек, и все, Мгм. я записался. До этого долго была запись через сайт, но не работала точно так же, и никогда дат не было видно. Если честно, я уже была на грани того, что лучше обратиться к помогаторам. Люди, которые Я всегда помогают против них. записывать. Да, Саша говорит против. В крайнем Но у меня случае. было 2 варианта.
либо пойти в наглую, просто занять очередь и просто принести в это окошко первым. Ну, вроде, знак. если Вроде там так к 6 тоже утра, делают, то есть да. шанс. Вроде так тоже делают. Я думала, если вот так не удастся, то тогда можно найти фирму, а этих помогаторов фирмы, тут, мне кажется, их пруд-пруди, тут их очень много, чтобы они помогли записаться. Ну, потому что, ну, это важно. Во-первых, у Саши заканчивается паспорт, а мы из Беларуси, и чтобы Саше сделать паспорт, это нужно ехать в Беларусь. Но мы, к сожалению, не можем ехать в Беларусь. Ну и второе, это, конечно, для того, чтобы получить быстрее обывательство, паспорт, короче, чтобы Саша получил быстрее паспорт, благодаря тому, что у Саши есть родственники. Надеюсь, мои доказательства достаточно хорошие. Может, даже на эту тему, может, если у нас удастся, может, мы даже снимем, может, ты снимешь видео, как, ну, это долго ты искал, геморройно так, но в итоге нашел. Ну, надеюсь, что да, как Саша сказала, этих доказательств будет достаточно. И на уже основе Сашиного сталого побыта я, наверное, могу получить карту побыта. Так это работает? Да. Я могу получить карту побыта, и уже у меня будет не по работе, Сашиной, кстати, из-за того, что у меня тоже карта побыта на основе Сашиной работы, я должна получить разрешение у своего шефа. О, не так даже. Да, дозволение. Он должен получить в Ужонде дозволение, то есть вот такое разрешение, что я могу у него работать. И мой шеф это сделал. Но не каждый. Да. Вот, то есть, но если я буду увольняться, то мне нужно будет искать работу и говорить, что у меня такая проблема, чтобы директор фирмы тоже пошел просить за меня это разрешение в Ужонде, чтобы я могла работать. Мне кажется, не каждый согласится, но тут ничего сложного. Насколько я знаю, что там ничего сложного этого, ну, как бы, не сложно делать эти документы. Но проще взять человека, у которого, мне кажется, если будет выбирать меня брать на работу или человека без проблем, конечно, мне кажется, взяли бы без проблем. Но я пока не собираюсь уходить, мне очень нравится на моей работе. Ну, короче, это мы отошли от темы. Вот. И поэтому хотим побыстрее решить эту проблему. И вот, наконец-то, Сашка пойдет сдавать на сталый побыт. Ура! Надо Я вообще куча рада так, на вопросов, самом деле. но главная дата. Да. Это самое сложное. Это было А потом еще, ребята, когда, если ему все сделают, откроют сталый побыт, надо еще попробовать дозвониться, записать, чтобы пойти забрать эту карту. Это тоже может быть такой челлендж. Да? Вообще сегодня день занятой. Ну, мы еще покажем, что мы собираемся немножко уехать. Помимо этого, сегодня как раз, наверное, уже был предпоследний или последний день для возврата кауции с нашей прошлой квартиры. Но агентство показало себя хорошо. Да, но пока они не вернули всю сумму, но я обговорил. Короче, они вернули как бы первоначальную кауцию с первого дня, но не вернули кауцию за чупсиком, мы платили. Но поскольку мы как бы ее оплатили уже там через год или сколько проживания, они ее как-то упустили мимо ушей. Да, мне пришлось звонить и напоминать. Ну, как бы сказали, что все в порядке, да, точно, проверим, перешлем. Ну, ждем. В общем-то, ну все даже с этим агентством... Четко. Мне понравилось то, что... Когда мы жили... Они сами как бы управляют недвижимостью, то есть мы с хозяином вообще не контактировали, если какие-то проблемы мы через агентство решали. И вообще с ними не было никаких вопросов, да? То у нас даже было там что-то ломалось, мы... По гарантии, если по гарантии стиралка у нас была, пришел мастер, починил. Оно опять потом сломалось. С унитазом были проблемы, тоже сантехник за счет кого-то там, не знаю, агентства либо хозяина был. То есть это все легко. Ну помнишь там... Ну там мелочь, которую я сам... И Саша потом ее сам делал. Ну, в общем-то, мы ни за что не платили, как было и написано в договоре. Да, что, и всю кауцию мы должны вернуть. И за чупсика нам тоже должны. Он там так сладко лежит. Ну и так, подводя итоги 3 лет, и как раз так все удачно, немножко дела закрываются, проблемы уходят. Как раз якобы отмечаем 3 года здесь небольшой поездкой в Швецию. Да, едешь. Ну, буквально на 3 дня, даже на 2 ночи. Ну, немножко сменить обстановку, самое то. Как раз там не так жарко должно быть.
Ну, посмотрим. Ну, мне кажется, не очень жарко будет. В этом городе мы еще никогда не были. Мы едем в Стокгольм. Мы были в Швеции, в Мальме. Ну, там недолго. Мы прям в сумме, если достаточно. складывать все часы, может, 6. часов 6, да, реально было. Но маловато, хотелось бы больше. Ну, едем просто, знаете, погулять, выдохнуть. Не то, что я не могу сказать, что у нас было много проблем. Просто вот Ну, много. Ну, какие-то, это не такие знаете, критические. бумажные проблемы. Вот такие с легализацией, с бумажной, Переезд. с переездами, То всё. с машиной. Все так накопилось. Просто захотелось немножко выдохнуть. Во. Так, правильно. А в Европе это сделать очень легко, ребят. В любой момент ты можешь залезть на сайт, посмотреть, куда недорогие билеты, покупаешь, собираешь рюкзак, летишь. К Собственно говоря, сожалению, что мы почти так и почти делаем. никогда из Лоди. Ну да. Но из Лоди очень мало вариантов. Ну, Вообще Милан, мало Лодь, вариантов. Брюссель. Мы живем, Ой, кстати, Лодь, Лондон. Мы живем, кстати, возле аэропорта, Да, и мы самолеты завидую. вообще никогда не слышим, Нет, чтобы ну, они летали. с закрытыми окнами не слышно, а так Ryanair пару раз в день я вижу. Ну да. Кукурузники еще какие-то. Ну а теперь покажу вам, как мы собираем сумки. И пойду монтировать видео. А, и не, подождите. А самое главное, поставьте нам, пожалуйста, подобайки. Да? Подписывайтесь на нас. И ждите следующего видео. Следующее. Следующее видео будет... Ну, будет Из классно, путешествий. но недооцененное, это факт. Нет, да, почему Саша так говорит? Потому что все видео из путешествия, они набирают меньше всего просмотров. Но Рекорды вообще бьют. проблема, наверное, в нас тоже. Может, мы как-то не так снимаем. Мы не travel-блогеры. Ну да. Ну, Потому что мы без неправильно дронов, снимаем, да. без сценария. Мы вот так вот ходим. Класс! А надо описывать свои эмоции, наверное. Помните, как Птушкин? Я уверена, что все смотрели Птушкина. Птушкин офигенно умел так раскладывать четко свои мысли. И он еще такой классный. Блин, так жалко, что он не снимает. Мы с Сашей периодически пересматриваем его видео. А, он же был тоже в Стокгольме. Ну вот, Ну, мы побьем давно, его мы как-то рекорд. давно Сколько у него смотрели. там? 10 миллионов просмотров. Сейчас мы наберем 10 и 1. Просмотров. Да, просмотров. 1. Еще нужно собрать сумку Чупи. Как раз вот я достала, чтобы не забыть про его весы. Мы в тот раз забыли его весы взять. И под ситру пришлось гуглить, сколько в маленькой ложке грамм. Потому что мы Чупику даем все по граммам. Ну, уже с самого его первого появления у нас. А, еще вот у нас такой органайзер есть. Вот он. Тут, кстати, у нас всегда нижнее белье, носки, ну, такое тоже очень удобно. Мы, помню, этот органайзер покупали в Манго на каких-то скидках. Ну, это уже не важно. А вот эти покупали то ли на Allegro, то ли что. Там, короче, они за вообще копейки, то ли 30 злотых, то ли 20 злотых. Там очень много таких органайзеров. Очень тоже удобно в чемодан собирать, либо в сумку. И плюс осталось собрать мою мини-косметичку. Заказала с Алиэкспресса такую маленькую косметичку. Она, смотрите, очень вместительная. Сюда можно тоже что-нибудь положить. У меня не так много косметики, но есть пару штучек. Я думаю, что я буду брать корректор, вот эту кисточку. Это я сегодня пользовалась, она уже грязная. Возьму гель для бровей. Вот, кстати, этот самый разрекламированный гель для бровей, он просто вообще не держит мои брови. Нисколько. Не знаю, может, у меня какие-то густые, знаете, брови. Другие не держат, потому что очень многие об этом геле говорят. Я его тоже купила, блогеры. Тут вот я в Польше слышала. Ну, не знаю, мне он вообще не подошел, он меня вообще не держит. Ну, я уже возьму. Он вообще просто, ну, хотелось бы, знаете, чтобы они остались в том положении, в котором я запланировала, грубо говоря. А они нифига не держат, они сразу возвращаются в то положение, которое они хотят. Поэтому я считаю, что вот этот гель для бровей мои брови не держат. Другие, наверное, может, будут. Вот. А вот этот гель для бровей, вот он офигенский. Он стоил то ли 17 злотых, то ли 16, то ли 15. Вот он держит брови очень хорошо. Он их держит часов 6 точно.
Если их не трогать, то может и 7-8 продержит. Но он быстро закончился у меня. Вообще осталось чуть-чуть, я оставлю, не буду брать. Вот этот возьму, так уж и быть. И, кстати, помните, последний раз я покупала вот эту тушь в наборе. Тени вообще очень классные. А тушь у меня отпечатывается от Huda Beauty и осыпается. Если я иду на работу на часа 4, я могу накрасить. А если на дольше, то даже не крашу. Потому что осыпется и будет некрасиво. Наверное, возьму вот этот блеск. Взяла. И еще вот Кика возьму. От Кика вот такой блеск. И возьму вот и возьму вот этот блеск. И в принципе, для бровей ничего не взяла. Сюда вот в косметичку. А для бровей возьму... У меня есть вот такой карандашик. Наверное, его возьму. Карандашик. Просто если брать вот эти тени, то нам нужно и кисточку брать. Та кисточка, которая внутри, она мне не нравится. Короче, возьму просто карандаш. Место меньше занимает. И мне надо взять расческу. Расческу беру. Tangle Teezer. Кстати, вот я тоже не в восторге. Tangle Teezer, знаете почему? Потому что у нее очень мягкие зубчики, а у меня волосы очень густые. Очень. И их очень много на голове. И эта расческа не всегда их прочесывает, поэтому я, редко пользуюсь. Я в основном пользуюсь на мокрые волосы. Короче, беру вот эту нитку и беру щеточки, чтобы чистить между зубов. Вот это очень важно, это очень важно. Без этого вот у меня начато есть, наверное, вот это возьму. Без этого я никогда не усну. Если я не почищу хорошо зубы, то все, я не смогу спать спокойно. Плюс у меня же брекеты. Так, вроде все взяла. И беру с собой вот такую дорожную расческу. Она очень маленькая, но она очень хорошо расчесывает волосы. По сравнению с Tangle Teezer намного лучше. Вроде все и собрала. Бардак такой. Сегодня я еще сходила на работу. Была в магазине. Закупилась нам немножко едой на завтра. Поэтому буду с вами прощаться. Желаю вам хорошей недели, чтобы эта неделя у вас тоже была с хорошими новостями, с хорошим настроением. До скорой встречи. Пока-пока.